С момента отравления Скрипалей прошло 5 лет, а никакой новой информации нет, где Скрипали неизвестно. О чем это говорит? Действительно, ситуация не изменилась практически, к ней не добавилось ни одного информационного момента, либо какого-то элемента, который несколько прояснял бы ситуацию. Собственно, изменился политический контекст. Если раньше это был главный раздражитель, вокруг которого британцы как раз и начали рушить отношения между двумя странами, то сейчас таких факторов, таких раздражителей много, и в целом они вплетаются в такой в общий антироссийский курс на ослабление нашей страны. Получается, что дело Скрипалей стало первым кирпичиком в этой антироссийской деятельности британского правительства. Не совсем, я думаю, все. Ситуация изменилась после 2014 года, после перехода Крыма в состав России. Вот именно тогда это началось. Но действительно, это был один из первых кирпичиков, который создавал бы, на основе которых потом велась информационно-психологическая обработка союзников Британии с тем, чтобы привлечь их к конфронтационному курсу в отношении России как можно шире, который сейчас, понятно, вылился уже в военно-политическое противостояние, то, что происходит сейчас на Украине. На ваш взгляд, что случилось с Скрипалями и кто это сделал? Ну, я считаю, что это была, конечно, тщательно спланированная, хорошо отрежиссированная, злонамеренная провокация. И иначе быть не может. Иначе быть не может, прежде всего, потому что британцы моментально отказались от любого взаимодействия с российской стороной, то взаимодействие, которое мы предлагали. И это как раз и говорит о том, что речь шла о провокации, не более. Об этом же свидетельствует мгновенная реакция местного истеблишмента, парламентариев, которые, не ожидая ни доказательств, ни каких-либо попыток расследования, моментально переключились на обвинения в сторону России, Харри Лайкли и так далее. И потом не делать никаких попыток разобраться в том, что произошло. Вот произошло, и все, Россия во всем виновата. Получается очень странно, Британия вроде как правовое государство, а до сих пор нет никакой информации, следствие не закончено, тем не менее уже назвали виновников этого происшествия. Насчет того, что Британия правовое государство, вот у меня большие сомнения. Это касается многих аспектов, в том числе попыток конфисковать здесь собственность россиян, проживающих здесь, либо нашу государственную собственность, что они в какие, извините меня, правовые ворота не укладываются, либо правовые рамки не укладываются. Вы обращаетесь к британской стороне, есть ли какие-то контакты и результаты этого общения? Мы регулярно направляем и продолжаем направлять запросы. На сегодняшний день это 65 запросов, последние были отправлены буквально вот в последние 2-3 месяца, и мы сейчас также в годовщину, в 5-летию отправим еще один запрос. Это все-таки российские граждане, и мы должны знать, где они, что с ними происходит, какова их судьба. Может быть, когда-то это удастся прояснить, но на эти запросы мы фактически, кроме формальных отписок, никаких ответов от британских властей не получаем.